Привет, меня зовут Женя, и это мастер-класс по вязанию кофты сетки крючком. Эта кофта вяжется единым полотном сверху вниз. Вот это регланные линии, которые отделяют рукава от туловища. Сначала вывязывается вот эта закрашенная часть, а потом уже рукава. Это вид сверху, горловина, с нее мы и будем начинать вязание. Представим, что вот эта горловина из 16 воздушных петель. Черными кружочками я обозначила линии реглана. Количество петель для горловины должно быть кратно 4, потому что мы потом будем присоединять арку в каждую четвертую петлю. На свой обхват груди 86 см я в первом ряду провязала 32 арки. 10 по переду и спинке, 4 по рукавам и по одной на каждую регланную линию. Чтобы выяснить, сколько петель мне нужно набрать, я общее количество арок умножаю на 4. У меня получилось 128 петель. Я сейчас прикреплю примерные расчеты на другие размеры, но вы все равно проверяйте по себе, потому что если у вас другая пряжа, крючок, плотность вязания, то наши расчеты могут расходиться, и вам придется либо прибавить определенное количество арок, либо убавить. Я буду вязать из хлопковой пряжи, в этом мотке 200 метров и 50 грамм. Крючок у меня номер 2,5. Для начала делаем петлю. Кончиком нити обматываем 2 пальца, разворачиваем их, захватываем нить и вытягиваем ее. Вставляем в эту петлю крючок, затягиваем ее и начинаем набирать воздушные петли. Рабочая нить на указательном пальце. Захватываем эту нить и протягиваем через петлю на крючке. Это и есть одна воздушная петля. Таким образом продолжаем набирать необходимое количество петель. Важно, чтобы это количество было кратно 4. Если сомкнуть эту цепочку, то ваша голова должна в нее проходить. Я набрала 128 петель, и они равны 52 сантиметрам. Теперь эту цепочку нужно замкнуть в кольцо. Для начала нужно ее распрямить, чтобы она не была перекрученной. Вставляем крючок в крайнюю петлю с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить и протягиваем сразу через эти 2 петли на крючке. Получается вот такая горловина. Сейчас мы находимся вот здесь и будем провязывать арки по переду. Набираем 7 воздушных петель. Дальше отсчитываем 4 петли и вставляем крючок в 4-ю. Захватываем нить и вытягиваем ее на крючке 2 петли. Снова захватываем нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Дальше снова набираем 7 воздушных петель и вяжем следующую арку. Снова отсчитываем 4 петли, вставляем крючок в 4-ю и присоединяем арку. Таким образом вяжем необходимое количество арок по переду до первой регланной линии. Я провязала 10 арок по переду. Сейчас нужно будет провязать регланную линию, 4 арки по рукаву, снова регланная линия, 10 арок по спинке, снова регланная линия, 4 арки по рукаву и последняя регланная линия. Регланная линия вяжется аналогичным способом, только она будет состоять не из 7 петель, как арки переда, а из 5. Набираем 5 воздушных петель. Отсчитываем 4 петли, вставляем крючок в 4-ю и присоединяем к ней арку. Если смотреть по схеме, то сейчас мы провязали вот это место. Дальше нужно будет провязать 4 арки рукава. Они вяжутся точно так же, как арки переда и спинки и состоят из 7 воздушных петель. Дальше все будет повторяться. После арок рукава вы вяжете снова регланную линию из 5 воздушных петель, затем арки спинки из 7 петель, снова регланная линия из 5 петель, снова арки рукава и затем последняя регланная линия. Для удобства на арку реглана лучше повесить маркер. Я уже почти закончила вязать первый ряд и на все регланные линии повесила маркеры. Сейчас мы вместе провяжем последнюю регланную линию и я покажу, как переходить к вязанию следующего ряда. Набираем 5 воздушных петель. Затем вяжем соединительный столбик в основании первой арки.
Вставляем туда крючок, захватываем нить и протягиваем сразу через петлю на крючке. Отмечаем маркером регланную линию. Вот так должен выглядеть первый ряд. Этот хвостик пока не трогаем, мы его потом спрячем. Следующий ряд вяжется в обратном направлении, для этого нужно развернуть вязание. С помощью соединительных столбиков поднимаемся до середины арки. Так как это арка регланной линии, которая состоит всего из 5 воздушных петель, то я поднимаюсь на 2 столбика. Затем после смещения здесь будет арка из 7 воздушных петель, там нужно будет подняться на 3 столбика. После того, как вы подниметесь по арке, нужно будет связать один столбик без накида под арку. Дальше, так как мы находимся на арке регланной линии, нам нужно будет связать 5 воздушных петель и присоединиться к этой же арке. То есть арки регланной линии будут идти четко друг над другом. А все остальные арки вяжутся в шахматном порядке и состоят уже из 7 воздушных петель. Сейчас мы провязали вот это место, и дальше, так как мы вяжем в обратном направлении, мы будем вязать арки рукава. Присоединяем петли к середине арки предыдущего ряда. Вяжем следующую арку, снова набираем 7 воздушных петель. И присоединяем ее к середине следующей арки предыдущего ряда. Дальше все будет повторяться, большие арки вяжутся в шахматном порядке, а маленькие арки вяжутся друг над другом. Когда я дойду до этого места, покажу еще раз, как вязать арки регланной линии. Я дошла до арки регланной линии, и чтобы туда присоединиться, сначала провязываю арку из 7 воздушных петель. И вот когда я уже оказалась в арке регланной линии, я набираю 5 воздушных петель и присоединяюсь к этой же арке. Еще раз показываю, что маленькие арки должны находиться друг над другом. Дальше все будет повторяться. Снова набираем 7 воздушных петель и вяжем арки в шахматном порядке. Дальше вяжите самостоятельно до конца ряда, и потом я еще раз покажу, как заканчивать ряд, разворачиваться и начинать следующий. Я провязала почти что весь ряд, и сейчас буду провязывать последнюю арку. Сейчас нам нужно будет присоединиться к арке регланной линии. Как обычно, сначала набираем 7 воздушных петель. Затем присоединяемся к основанию крайней арки и провязываем туда соединительный столбик. Разворачиваемся и переходим к вязанию третьего ряда. Поднимаемся до середины арки с помощью соединительных столбиков. Эта арка не регланная, как в прошлый раз, она состоит из 7 воздушных петель, поэтому мы провязываем 3 соединительных столбика. Затем вяжем один столбик без накида под арку, набираем 7 воздушных петель и дальше вяжем третий ряд, как и предыдущий. Если у вас закончилась нить, то нужно взять нить от другого мотка и приложить ее, оставив небольшой хвостик. Затем нужно несколько петель провязать в 2 нити, чтобы они закрепились. А вот этот хвостик нужно спрятать в полотне, протянув его через петли. Лучше протянуть эту нить побольше, чтобы она хорошо закрепилась, и потом можно ее срезать. Когда вы провяжете необходимое количество рядов, чтобы регланные линии смыкались под подмышкой и нигде ничего не давило и было комфортно, то можно переходить к вывязыванию основного полотна.
Так это выглядит в развернутом виде. Вот здесь у нас два рукава и перед и спинка. Складываем изделие пополам и находим регланные линии. Сейчас мы будем их соединять и потом будем вязать только туловище, рукава будем вязать позже. Начинаем вязать этот ряд как обычно, пока не дойдем до первой регланной линии. Встретимся с вами вот на этом месте. Когда дойдете до регланной линии, то сначала нужно будет набрать 7 воздушных петель. Затем нужно будет найти вторую регланную линию и соединить их вместе, сложив изделие пополам. Присоединяем к этим двум регланным линиям нашу арку. Дальше вяжем арки спинки, пока не дойдем до следующих регланных линий. Когда вы дойдете до следующих регланных линий, то их точно так же нужно будет сложить вместе и соединить аркой. Дальше изделие будет вязаться просто поворотными рядами, только теперь вам не нужно будет вывязывать арки регланных линий. Когда вы провяжете изделие на необходимую длину, то нужно будет закрыть вязание с помощью соединительного столбика. Затем вы срезаете и вытягиваете нить, и потом прячете ее в полотне. Протяните таким образом нить побольше, чтобы она хорошо закрепилась. Чтобы начать вывязывать рукав, нам нужно сначала найти регланную линию и присоединить к ней нить. Затем мы будем вязать его такими же поворотными рядами, как и при вывязывании туловища. Единственное отличие в том, что сейчас в течение 13 рядов мы будем вязать арки не по 7 петель, а по 6. Разворачиваем рукав к себе вот таким образом, находим место, где соединяются регланные линии и вставляем туда крючок. Захватываем нить и вытягиваем ее. Немного вытяните хвостик, сейчас мы будем вязать 2 нити, чтобы сразу его спрятать. Захватываем сразу 2 нити и набираем 6 воздушных петель. Этот хвостик потом можно протянуть через петли или срезать. Дальше все будет как обычно, вы присоединяете арку, снова набираете 6 петель, присоединяете арку и так до конца ряда. Потом разворачиваетесь и вяжете также в обратном направлении. В конце ряда мы присоединяемся к тому же месту, откуда и начинался этот ряд. Не забываем в конце разворачивать вязание и вязать в обратном направлении. Также тут очень важно считать ряды, чтобы у вас получились в итоге одинаковые рукава. Если у вас нет такого счетчика, то вы можете записывать ряды. Я раньше просто рисовала вот такие черточки и потом группировала их по 5, так было удобнее считать. Когда вы провяжете 13 рядов арок по 6 воздушных петель, то дальше нужно будет чередовать арки по 5 петель и по 6 петель и делать это в течение 17 рядов. То есть я вяжу первую арку и набираю 6 воздушных петель. Дальше я, как обычно, ее присоединяю и вторую арку буду вязать уже из 5 воздушных петель. То есть мы чередуем арки таким образом. Сначала вяжем арку из 6, затем из 5, снова из 6, из 5. И так делаем в течение 17 рядов. Нижнюю часть рукава мы вяжем из арок по 5 воздушных петель. Я провязала 20 таких рядов, но вы можете сделать больше или меньше в зависимости от той длины, которую вы хотите получить. Сейчас мы обвяжем горловину и заодно спрячем вот этот хвостик. Берем нить и прикладываем ее с изнаночной стороны, оставляя небольшой хвостик. Вставляем крючок между арками, захватываем эту нить и вытягиваем ее. Дальше вот эти хвостики нужно расположить вдоль горловины, мы их будем обвязывать, чтобы они спрятались. Дальше просто вяжем по 4 столбика без накида под каждую арку. Я провязала 4 столбика без накида под первую арку и теперь то же самое делаю и с другими арками.
Таким образом вы вяжете до конца ряда. Затем вы провязываете соединительный столбик, срезаете нить и вытягиваете ее, после чего нужно будет ее спрятать в полотне. Если хотите, то вы можете точно таким же способом обработать низ изделия и края рукавов. На этом все, я надеюсь, что вам понравился мастер-класс, буду рада обратной связи.